Все чаще и чаще ловлю себя на мысли о том, что лень является двигателем прогресса в стрельбе. Раньше всегда старался подойти максимально близко, что иногда приводило к спугиванию животных. Сейчас я уже стреляю на 250 метров как базовое расстояние. Поэтому обо всем по порядку смотрите в видео. Ну что, ребята, всем привет! Сегодня у нас 26 декабря, а это говорит о том, что как бы плюс-минус, и это у нас закрытие. Игорь, полетел в какую-то деревню к своим ребятам, говорит, хочу съездить на загонку, днем потусоваться, ну и вечером, естественно, сделать, с пацанами четкое закрытие. А я как-то тут с работой туда-сюда был, завошкался, говорю, Игорь, ты знаешь, наверное, никуда не поеду. Говорю, да и погода такая, что, чтобы вы понимали, ветер 20 километров в час, шанс, что выйдет зверь, крайне маленький. Даже если он выйдет, то с козой это фиг с ним. Козу быстренько добыл, кишки выкинул и обратно, образно говоря, там в машину можно погреться. Но в планах-то добыть еще и лося. И это, скажем так, самое главное камень преткновения, потому что лось где ляжет, там, как говорится, будь добр его разделывать. А так как я сегодня поехал один, то посреди поля в такой ветер разделывать лося крайне сложно по той причине, что тебя просто может выдуть. И получится, что вроде бы как поехал на закрытие, не дай бог, заболел, и получается все новогодние каникулы с таким, скажем так, состоянием здоровья не хотелось бы проводить. Но оно же свербит. Игорь говорит, я не верю, что ты не поедешь. Если честно, сегодня до 3 часов я даже никуда не собирался. Говорю, все, на этом сезон заканчиваю. Но тут, конечно, червячок резко меня подточил. И я начал обзванивать людей. Одним словом, поблизости вообще нифига не было. Там лосей позакрывали. Сегодня даже по двойным ценам закрывали. То есть народ как бы нормально охотится. Поэтому позвонил Сергею Вляховичу. Это, как я вам уже говорил, охотугодие Совейки. Здесь все время охочусь, все время классно меня принимают. Егерь просто суперовский. Поэтому решил ехать. Но как бы погода более-менее наладилась, но минус в том, что фигачит реально дождь. А лося-то хочется, а в Совейках лося нету. Поэтому я позвонил пацанам тоже с Ляхович. Говорю, пацаны, куда вы едете? Говорю, хочу с вами. Они такие, мы едем вроде бы в лесхоз. Говорит, нам надо сигалеток. Я говорю, давайте так. Говорю, найдете сигалетка? Будет самка. Говорю, стелите лося. Говорю, я тогда здесь заканчиваю охоту и полечу забирать лося. Одним словом, давайте посмотрим, что с этого получится. Это видео, скорее всего, выйдет после Нового года, поэтому я поздравляю вас с наступившим Новым годом. Желаю, чтобы у вас все было хорошо. Самое главное, ребята, это здоровье. Потому что с возрастом понимаешь, что да, деньги это важно. Без них хреново. Но все проблемы всегда уходят, когда здоровье вас начинает подкашивать. Поэтому здоровье и, конечно, везение на охотах. Я всем желаю, чтобы все добывали свои трофеи. Это не говорит о том, что вы должны там лосей 10 на 10 добывать. Вы должны добывать то, что вам действительно хочется. И добывать в тех количествах, которые вы способны переработать. Поэтому, ребята, если вам не сложно, поддержите мой канал, поставьте лайк и по-братски прошу вас, нажмите на колокольчик, потому что YouTube как бы мои видео подрезает, не предлагает, поэтому, если вам не сложно, оставьте комментарий, нажмите на колокольчик и, кстати, можете поздравить с моим 43-летием. Кстати, я уже старый человек, 43 года, чтобы вы понимали, 23 декабря было день рождения. И жена мне подарила мотор Лифан
10 лошадиных сил, КП 270. Но об этом я вам расскажу позже, поэтому у меня на канале будет отдельный проект по той технике, которую я хочу сделать для охоты, и обязательно всем этим я с вами поделюсь. Для того, чтобы долго не тянуть кота за хвост, как ехали на поля, рассказывать, как говорится, вам не буду. Но на Ларгусе я везде проехал. Вдалеке увидели косуль. Ветер был просто нереально. Ребята, вам не передать. Настолько сильный ветер, что я, когда подходил к этим козам, я думал, упаду. Вот, поэтому, скажем так, я был на 100% уверен, что они меня не снюхают, не услышат, потому что ветер был от них. Вот, я к ним подходил, ну, образно говоря, там, знаете, как гусар. Я мог и в присядку, и в припрыжку это все делать. Вот, поэтому я понимал, что расстояние у меня здесь порядка 150 метров. И после выстрела я все время провожу косулю до, скажем так, того, как она ляжет. Потому что если летом косули ложатся сразу, то зимой, как вы видите, даже при идеальных попаданиях косуля не всегда ложится на месте. То есть она еще выписывает пируэты, как было здесь. Для того, чтобы я видел, куда она, если и забежит в лес, путь забегания в лес, для того, чтобы ее потом найти. После этого уже можно, когда вы точно убедились, что вы ее, скажем так, добыли, смотреть на других косуль. Вот здесь, так как косули разбежались, то до косули расстояние было 250 метров. Почему не подходил? По той причине, что косуля просто могла убежать. Не то, что она там меня срисовала, а просто могла убежать. Поэтому дальномер смог отбить от леса 250 метров. Она стояла на кромке леса, и здесь я уже делал выстрел. Выстрел пришелся по месту, косуля сразу легла. По поводу таких дальних выстрелов. Дело в том, что если вы дома будете много холостить, дело в том, что если вы будете на стрельбище часто стрелять на такие расстояния, то проблемы делать такой выстрел на охоте у вас не будет. Конечно, если вы не стреляете, не готовитесь, то проблемы будут. Сейчас мы быстренько разделываем и поедем охотиться на бобра и кабана. Потому что на данный момент у нас только 3 бумаги, а потом еще дадут. Поэтому для того, чтобы, как говорится, просто попусту не сидеть в машине, мы попробуем еще, как говорится, параллельно что-то зацепить. Так, еще одна самочка у нас. По поводу машины, по поводу транспортного средства, которое я буду скоро снимать видео о выборе транспортного средства для охоты, хочу сказать сразу, что смотрите, Ларгус — это машина просто обалденная. Она имеет большой багажник, она ездит по полям, да, они у нас размокшие, она ездит не совсем как бы уверенно, как Нива. Но у Ларгуса, говорю, что большой плюс, есть багажник, куда можно положить лодку, мотор, вот, и как у нас однажды было, 14 бобров. Вот. Нива в этом плане мне не подходит, потому что маловато. Таскать с собой прицеп, ну, не знаю. Буду думать, буду гадать, и говорю, что следующее видео будет о выборе транспортного средства для охоты под мои условия. Повторюсь, что у всех условия разные, поэтому именно под свои. Надеюсь, вам это будет интересно. Так как лицензии было 3 на добычу косуль, то я прошелся за лес, там был выступ. Вот, выйдя из-за этого выступа, я увидел косулю. Расстояние до косули было, как вы видите, 150 метров. Насколько я помню, дождь уже сильно не моросил, и оно смогло отбить по косуле. Косуля стояла у нас под углом 45 градусов. Вот, я еще посмотрел, что есть вторая косуля, и начал ждать того момента, когда косуля станет именно боком.
Для чего это делается? Для того, чтобы нанести четкий выстрел за лопатку, для того, чтобы не было разбита брюшина, и в момент, когда мы будем доставать внутренности, чтобы это все чисто досталось, чтобы та трава, которую ест козочка, вот, не попала вовнутрь, потому что все-таки стоит такой специфический запах. Если не работает дальномер, как я уже всем говорю, всегда научитесь пользоваться сеткой, то есть измерять расстояние по сетке. Вот здесь я пытался сделать выстрел, потом получилось, что была осечка. Насколько я понимаю, я здесь опускал и поднимал затвор для того, чтобы обратно ввести боевую пружину. Думаю, чего я тут так долго целился? Дело в том, что у меня руки очень сильно замерзли, потому что ветер был нереальный. Вот, и я даже не мог, скажем так, контролировать спуск. Как вы видите, здесь я тоже полностью до конца смотрю, где козочка упала, что она 100% уже добыта. Вот, и только потом уже начинаю смотреть по сторонам, потому что бывают такие нюансы, что люди стреляют, они разбегаются, а потом их фиг добытых этих коз днем с огнем сыщешь, поэтому приходится брать собак, я утрированно говорю. Здесь у нас из-за того, что ветер был очень большой, данная косуля даже и не испугалась, вот, но я здесь не делал выстрел, хотя мог его спокойно делать, потому что лицензии к добыче у нас уже не было. Это была последняя, 3-я лицензия. Итак, ребятки, это у нас 3-й козлик, потому что мы собираем по кругу их. Вот, это у нас молодой самец, вот такие вот рожки вылезли. Кстати, по поводу самки с рогами, егерь недавно тоже говорит, стрельнули самку с рогами. Так что здесь какие-то аномальные козлы. Вот, все, сейчас мы достаем кишки и идем дальше собирать. Кстати, вроде бы и не холодно, но руки настолько замерзли, что вообще пальцев не чувствовал. А покуда дошел к машине, начали руки отходить, так вообще чуть сознание не потерял. По поводу первичной обработки, на охоту вожу это Гиссер 12250. Серия Wildline. Это серия для охотников. Также у них есть нож более подходящий для разделки и обрезки мяса и ошкуривания, я бы даже так сказал. Но он на данный момент без чехла, поэтому пользуюсь вот таким ножом. Это, наверное, если кто хочет сделать подарочек, лучший подарок будет для охотника. Он стоит порядка 60 рублей. С чехлом, точно не скажу, но я вам ссылочки дам. Кстати, ребята, вот у этого козла, смотрите, какая больная почка. Во-первых, насколько она маленькая, какая-то недоразвитая. То есть он был у нас однопочечный. Очень странно, очень маленькая почка. И говорю, что вот на ней вот такие вот непонятные штуки. То есть козел был какой-то подгулявший. По крайней мере, почка одна не работавшая. Ну что, ребята, как говорится, вот только что был дождь. На зеленке мы охотились на косуль, как я уже показал вам, добыли 3 косули. А по итогу пошел на бобра, как всадил град. Потом думали переехать на кабана, там часик постоять. Постояли на кабана, как снег пошел, ветер, просто какая-то аномалия. Уже, если честно, ни до какого лося, потому что выдуло так, что вообще никакой. Ну что хочу сказать, давайте так, это не 100%, но я поздравляю вас с завершением сезона охоты на косулю этого года. Добыли 3 козлика, выстрелы были красивые. Вот, как всегда, комплект отработал на ура. Вот, как говорится, Аркон, он как автомат Калашников в мире прицелов. Он рабочий, никаких глюков, никаких нюансов за год. Да, уже практически сейчас будет год, как я с ним охочусь. Вот, с ним не было. Поэтому еще раз всех с прошедшим сезоном.
Вот, желаю вам всего самого наилучшего. Ну, а что тут сказать? Дополнительный фонарь Викинг подсвечивает на треноге. Вот, у егеря на голове мой Wizard C2 Pro Max. И у меня на Wizard C2 Pro просто. Ну, вроде бы вот отохотился, все нормально. Да, еще хочу вам сейчас показать. Серега, подойди поближе. Вот сейчас в такой компоновке на ремне у меня сбалансирован висит нож, подсумок для батареек. Вот, также подсумок, чтобы сюда сбрасывать, ну, отработанные батарейки. И фонарь у меня здесь Викинг закреплен. Вообще собираюсь сейчас перейти на другой тактический ремень, который можно использовать не только под одежду, вот, потому что она бывает разная, она бывает длинная, и который можно как бы продублировать сверху. Также еще проработаю другие подсумки, потому что, к примеру, подсумок под сброс магазинов можно использовать как под воду, так и под шнур для перетаскивания, вот, и для всякой мелочи. Те же самые пакеты, тоже, если вы зашли далеко, там, образно говоря, стрельнули бобра, вырезали струю, отрезали голову, положили, ну, а тушка, естественно, лисом, потому что, ну, есть такие моменты, когда ты просто физически не можешь дотянуть. По этому поводу, как я и сказал в начале видео, я буду делать специальную, ну, скажем так, машину, технику для своих дальнейших охот, для того, чтобы всю ту добычу, которую я добываю, я мог полностью как бы дотянуть до дома. Всем всего доброго, до новых встреч!